Синьцяо, уважаемые зрители канала Лерушка-путешественница. Трансатлантические ограничения заставляют нас все больше исследовать восточные направления для путешествий. И в этих условиях откровенно дружелюбное направление для россиян – Вьетнам. Здесь вы найдете все, что так любите в Юго-Восточной Азии. Экзотическую концепцию жизни и культуры, потрясающую природу, оригинальную кухню, в переносном смысле море фруктов и в прямом дары моря в виде креветок, рыбы и прочих оригинальных вкусностей. Ничанг же – это курортная жемчужина Вьетнама, где вы одновременно сможете насладиться и всем этим разнообразным юго-восточным многообразием и заодно отдохнуть на прекрасных чистейших пляжах с прозрачными волнами. Причем вы даже сможете выбрать желаемый уровень морского волнения от спокойной воды для купания с малышами до волн, на которых можно позаниматься серфингом. В перерывах между занятиями активными видами спорта несложно найти дайвинг-центры для подводного плавания. Тут это тоже распространенный вид отдыха. А главное, Вьетнам – это одна из немногих стран в мире, где можно воспользоваться одноименной российской платежной картой. В Ничанге целых 3 банкомата, где можно снять местную валюту с картой МИР. С отелями несложно договориться заранее об оплате по прибытии. Они охотно идут на различные договоренности, понимая ограничения, в которых оказались российские туристы. Некоторых трудностей, конечно, не избежать. Восточный колорит имеет не только позитивную коннотацию. К тому же вьетнамцы не самый добрый и гостеприимный народ в силу сложной истории страны. Вьетнамский язык столь самобытен, что будут сильные языковые ограничения. Но вьетнамцы культурно и исторически близки осколкам Великой СССР, поэтому со всеми проблемами разобраться будет не очень трудно. Заинтересовало? Чего же мы тогда ждем? Скорее отправляемся к жаркому побережью Южно-Китайского моря. Кто вы такая? Как кто? Я талант. Самородок. Изобретательница и путешественница. Не буду агитировать вас к посещению всего Вьетнама, ведь это весьма протяженная и очень разнообразная страна с огромным количеством интересных мест. Поэтому лучше сразу перейду к тому, почему из всех курортов Вьетнама стоит выбрать именно Ничанг. Ведь это уникальный курорт. Он сочетает в себе возможности отдыха сразу 3 типов. Первый – это действительно городской курорт. Тут бескрайнюю береговую линию с идеальным широким мелкопесочным желтым пляжем украшают расположенные через дорогу огромные отели-высотки. За первой линией идет 2-я, 3-я и далее вглубь города, позволяя выбрать широкие возможности проживания в зависимости от возможностей туриста. Сам город живет не только туризмом. Это очень активный мегаполис, что означает, что вы можете пользоваться всеми плюсами азиатской жизни, дешевыми товарами и истинно традиционной едой, наслаждаться уникальной азиатской атмосферой жизни. При этом удивительно то, что сам по себе город чистый. Очень редко можно столкнуться с плохо пахнущими переулками или грязными мусорками. Гулять по городу приятно и интересно. Тут большое количество хорошо организованных магазинов, ресторанов, музеев и крупных торговых центров. Единственное, что ограничивает туристические прогулки по улицам, это угнетающее жаркое солнце в полдень. Ничанг – настоящие каменные джунгли. За исключением парковых зон тут мало растительности. Однако полчаса поездки на такси может позволить вам познакомиться с настоящими джунглями. Рядом с городом расположен целый ряд комфортных цивилизованных природных развлечений в окружении тропических зарослей, живописных водопадов и в меру кровожадных москитов. Серьезно, ни разу этот тропический бич не доставил значимых неудобств в моей поездке по Вьетнаму. Парки есть поинтереснее, есть достаточно бессмысленные, но везде есть где перекусить, удалить жажду, посидеть, искупаться, сходить в туалет, разместиться на ночлег. Ничанг – искушенный различными туристами курорт со стажем. Тут знают, что обычно нужно туристам, и всегда и везде это предлагают. Главное, чтобы у вас с собой были деньги, в избежание различных недопониманий наличной местной валюты. Конечно, город остается городом.
Главная особенность вьетнамского города – это шумные дороги, заполненные различными скутерами. Кажется, каждый житель Ничанга от 10 лет до 90 имеет свое индивидуальное моторизированное средство передвижения. Причем на практике оно не такое уж и индивидуальное. Тут на скутерах ездят целыми семьями по 5 человек, а иногда перевозят такие вещи, которые и в машине не должны были бы уместиться. И главное, независимо ни от каких правил дорожного движения, все всегда продолжают ехать к своей цели. На разные цвета светофора, которые сделаны будто специально так, чтобы их никто не замечал, независимо от направления движения, поперек или даже по диагонали по отношению к дороге и направлению движения. А зачем рисуют в этом городе полоски для пешеходного перехода, неясно в принципе. Поэтому пересечение дороги в Ничанге может для начала оказаться самым экстремальным приключением, с которым сталкивается турист. Главное правило тут – не останавливаться. Один раз вступив на пешеходный переход, необходимо медленно и уверенно продвигаться вперед. Остальные участники дорожного движения, понимающие, выстраивают траектории движения с учетом вашего пути. Удивительно, но в городе обычно прохладнее, чем на многочисленных островах, на которые тоже организовывают вполне цивилизованные туристические поездки. Главный остров вблизи Ничанга – Вин Нгуен или Вин Перл, о котором мы сделаем отдельный выпуск. На нем организован целый огромный парк развлечений Вин Wonders со своими аттракционами, аквапарком, океанариумом и несколькими отелями. Вы можете посещать этот парк, воспользовавшись замечательной канатной дорогой, протянутой от пригорода Ничанга до самого сердца парковой зоны. А можете остановиться в одном из отелей острова. Так вы обеспечите себя комфортным отдыхом с шикарным питанием, с адаптированной кухней, рядом с огромным количеством детских и не очень детских развлечений, с перемещением между точками интересов на открытых машинках, которые тут называют тук-тук. Но немного лишитесь азиатского шарма. В проживание в каждом из отелей острова входит возможность безлимитного пользования канатной дорогой, по которой вы сможете наведываться в город. Однако дорога в одну сторону будет занимать в общем счете около 1,5-2 часов, поэтому вряд ли вы будете часто делать это. Если же ни город, ни аттракционные и шумные развлечения вас не интересуют вообще, то можно остановиться и на других, более уединенных, но не менее комфортных для проживания островах. Рядом с Вин Wonders расположены острова Хон Мию и Хон Там, где Вин Перл организовал безмятежный отдых на ресорте Хон Там Resort. Тут и отели, и пляжи. На первом отдыхе есть старый, не очень посещаемый океанариум, а на втором грязевая лечебница. Ну а если вас не пугает путешествие от аэропорта в течение 3 часов, то можно разместиться на самом уединенном, прекрасном острове Whale Island. Тут вас ждут действительно дикие пляжи, свой кусочек джунглей с удивительным животным миром, проживание в бамбуковых домиках без интернета, но с высоким уровнем комфорта и настоящим питанием для гурманов. Мы расскажем об этом острове подробнее в выпуске о дайвинге в Ничанге. И советую отдельно посмотреть этот выпуск, однако могу сразу сказать, что это место идеально для тех, кто хочет провести отпуск спокойно, далеко от всех знакомых и незнакомых людей. При этом не доехать сюда, не забронировать номер не составит для вас никакого труда. Но и это еще не все. Если вы вообще не хотите ни о чем заботиться и волноваться, не думать о трансфере, о питании, о размене денег, то в 5 минутах езды от аэропорта Камрань, рядом с одноименным городом, на длинной косе, ведущей к одноименному же полуострову, находится целый ряд отелей с большими именами, с собственной инфраструктурой и полным пансионом. Тут и Radisson Blu, и Marine Peak, и Wyndham Garden, знакомый нам по путешествию по Оману. Есть и менее известные имена с не меньшим качеством и комфортом проживания. Важно знать, что весь отдых на этой косе от аэропорта в сторону Ничанга – это дорогой отдых с концепцией «все включено», своими собственными анимационными программами, бассейнами и даже небольшими аквапарками. Минусов всего 3. Цены, неспокойное море и отстраненность от культурных особенностей Вьетнама. Ведь несмотря на то, что отсюда до Ничанга ездят автобусы,
путь в одну сторону чистого времени не менее 40 минут. Когда-то американские военные, устроившие тут военную базу, на основе которой и построен аэропорт Камрани, мечтали о том, что в мирное время будут кататься тут по длинному, открытому морским ветрам и волнению берегу на серф-досках. И хотя самих американцев тут нет, культура серфинга в Нячанге осталась, о чем мы еще поговорим отдельно. Ну и как вы понимаете, серфинг хорош на волнах. И действительно, чаще море тут несет длинный ряд океанических волн с сетами по 4 волны, что делает спокойное купание в этом месте практически невозможным. Впрочем, для наших соотечественников преград нет, а прыгать в волнах иногда даже весело. Учитывая, что берег тут песчаный и камней в волнах нет, опасности такие волны несут только в виде отбойного течения, к которому нужно быть готовым. Во Вьетнаме, кстати, оно появляется нередко. Хотя, если знать, как с ним совладать, в сухой сезон большой опасности оно тут не представляет. Для Вьетнама это совсем не уникально, но в Нячанг всегда чистое море. Благодаря мелкому ракушечному донному песку вода постоянно качественно фильтруется, что выражается в том, что даже после или во время волнения на море вода остается удивительно прозрачной. В море не плавает ничего лишнего, пахнет оно морской свежестью. Кроме этого, где бы вы ни решили остановиться, мы еще обсудим разные варианты отдыха во Вьетнаме. Но везде всегда поддерживают чистоту берега, независимо от того, городской это пляж или приватный пляж отеля. Это легко объяснить, если вы решили остановиться на недоступных местным жителям пляжах островных отелей. Тут единению с экзотической природой ничего не помешает. Но это утверждение справедливо даже в самом Нячанге, при том, что вьетнамцы активно пользуются преимуществом проживания вблизи моря. С самого восхода солнца до начала работы пляжей в самом Нячанге весь берег усеян спешащими поплавать до работы местными жителями. И после работы закат на пляже встречают такие же толпы. При этом даже в выходной день, в жаркое время, вьетнамцы оставляют туристам, а сами после захода солнца даже устраивают барбекю на берегу. Но каждое утро отдыхающие возвращаются на абсолютно чистый пляж. Вьетнам – тропическая страна с ярко выраженным влажным сезоном. Поэтому поездка в страну без предварительного изучения сезонов будет чревата знакомством с такими ливнями по деятельности и плотности, которые вы еще никогда не встречали в своей жизни. Мне до сих пор помнится, как мы 4 дня кряду просидели на Мальдивах под страшным дождем, попытавшись сэкономить на поездке вне сезона. Вьетнам в этом отношении намного более опасен. Не слушайте смельчаков, уверяющих, что тропические ливни кратковременны и не приносят особого дискомфорта. Это истинная игра в рулетку. Поэтому, когда собираетесь во Вьетнам, и в Нячанг в частности, главное изучить сезонность. В центральном Вьетнаме она ярко выражена. Лучшие месяцы для поездки в Нячанг считаются июнь, июль и август. Это пик сухого сезона, когда вероятность тач-дэй практически отсутствует. Однако сухой сезон начинается с января, и поэтому местные жители считают, что лучшие месяцы для посещения Нячанга – это март и апрель. К тому же в среднем эти месяцы в центральном Вьетнаме на пару градусов прохладнее. С середины августа к берегам Вьетнама приплывает большое количество мелких, но очень жгучих медуз. Спасения от них практически нет, кроме полного купального костюма, в который, кстати, дети во Вьетнаме купаются очень часто. Ну а нам в такие моменты купаться не выйдет. Поэтому август из посещения Нячанга я бы тоже вычеркнула. Осенью в эти края лучше не наведываться в принципе, а в мае возможность дождей возрастает в 2 раза по сравнению с остальными месяцами сухого сезона. И хотя его вероятность все так же невысока, но мощные перепады давления, сопровождаемые частой сменой погоды, могут вызвать сильные головные боли. Главное помнить, что эти сезонные советы хороши только для Нячанга. Находящийся, к примеру, совсем рядом Далат, культурная жемчужина колониального Вьетнама, расстроит вас проливными дождями в сухой сезон Нячанга. А уж про северный и южный Вьетнам говорить нечего. Там сезонность сильно отличается от центральной части страны. Ну а мы, пожалуй, на сегодня закончим вводный рассказ о Нячанге. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски про Вьетнам и организацию отдыха на канале. Все так же вместе с алгоритмами YouTube надеемся на ваши лайки и комментарии.
Жду вас в следующий раз на страничках канала Верушка Путешественница.